Добрый день, друзья! Отношения. Неважно, отношения с вашими детьми, с вашими близкими или просто с любимым человеком, а может быть с родственниками, друзьями. Отношения – это очень важная тема, потому что отношения – это, можно сказать, тот фундамент, это то, что нас окрыляет, дает нам силы, или, может быть, то, что нас действительно глубоко и бесповоротно разрушает изнутри. Поэтому правильные, здоровые отношения – это, наверное, самая главная основа здоровой, счастливой жизни. Именно сегодня мы посмотрим, наверное, в самый главный, такой краеугольный стратегический камень построения правильных взаимоотношений с кем бы то ни было. Я рада вас приветствовать. Мое имя Кейт Фрай. Я философ, психолог, трансформационный ментор. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые очень интересные видео. И обязательно досматривайте это видео до конца, потому что именно в конце я дам сверхмощную технику, которая буквально творит чудеса. Итак, поехали. Тема отношений. А теперь давайте поиграем в определенную игру. Представьте, что вы творец. Представьте, что вы являетесь вершителем судеб. Что именно вы имеете тот невероятный и безграничный потенциал влиять на других людей, влиять на их поступки и влиять даже на их судьбы. Я хочу вам провести эксперимент. Он называется эксперимент Пигмалиона. Представьте себе, вы учитель, работаете в школе, и сейчас только что вам вручили список с именами 20 учеников, которые абсолютно гениальные дети, одаренные дети. Вас не просили с ними ничего делать, просто вы должны знать, что этот список, эти люди обладают сверхталантами и сверхспособностями. Вы возвращаетесь в класс, начинаете вести урок, но что происходит? Что-то в вас внутри поменялось. Каким-то образом вы стали более бережно, более внимательно относиться к этим детям, потому что внезапно в ваших глазах они стали чем-то особенным. Не какими-то обалдуями и балбесами, а внезапно они какие-то гениальные, они какие-то особые. Что произошло? Произошло ровным счетом ничего. Изменилось слегка ваше отношение. И вот неделю за неделей вы приходите на занятия, и вы видите, как эти дети действительно подтверждают снова и снова свою уникальность. Они проявляют инициативу, они показывают какие-то новые уровни своих достижений, они открыты, они любознательны. Проходит полгода, подводится итог их успеваемости, и эти дети действительно на 30-40% выше, чем все остальные. А потом вам сообщают, что это был просто эксперимент. И дети – это просто случайно выбранные дети, ничем другим, не отличающихся от других. Этот эксперимент, он буквально перевернул наше понимание нашей роли, нашей миссии и нашей силы. Этот эксперимент буквально переворачивает сознание, потому что ничего же ведь не изменилось. Мы просто стали смотреть на этих детей по-другому. И это не проявлялось ни в других заданиях, это не проявлялось ни в каком-то другом подходе. Просто ваше внутреннее отношение. А сейчас прочувствуйте это, что вот это вот ваше внутреннее отношение, оно действительно формирует нашу реальность. Потому что мы – это настолько сложная система, когда мы можем считывать не только вербальные сигналы, но мы считываем настроение, мы считываем отношения, мы считываем какую-то внимательность и осторожность. И это то, что дает нам силы. Какой невероятный факт. Но этот факт можно переложить, собственно, на всю нашу жизнь и на любые наши отношения. А если мы сейчас зададим себе очень жесткий вопрос, если мы скажем, что мы являемся действительно творцом наших отношений, если вы сейчас состоите в браке, и вы с вашим супругой или супругой уже энное количество лет вместе, и ваши отношения есть определенная турбулентность, то, что как бы эти отношения больше не окрыляют. А теперь подумайте сами, какой же инпут, какую же внутреннюю энергетику вы несете в эти отношения.
когда вы были на заре ваших отношений, у вас были бабочки, у вас была любовь, вы видели человека как героя, как невероятную лучшую версию его же самого, и это давало человеку крылья, это давало ему силы, окрыляло и давало ему возможность проявляться больше и больше именно в соответствии с той волной, с той энергетикой, которую вы транслируете. А что происходит сейчас? Просто отследите, что же вы транслируете. Какая энергетика идет? Потому что мир есть не что иное, как просто отражение. Есть невероятно классная фраза, я не помню, кто ее озвучил, но смысл такой, что мы не видим мир такой, какой он есть. Мы видим мир такой, какие мы есть. Это потрясающе правильная фраза. И действительно, потому что все, что мы транслируем, и мир является ничем иным, как зеркало. Это звучит, может быть, немного эзотерически, но это все научно подтвержденные факты. Если вас интересует, как работает мозг и каким образом, собственно, происходит вот эта вот цепная реакция от того, какие сигналы мы посылаем и каким образом дальше формируется наша реальность, посмотрите мое предыдущее видео, оно так и называется «Как мозг создает нашу реальность». Там очень много нейронауки и очень все четко по полочкам разложено, именно каким образом происходит вот это вот закладывание фундамента, вот пазла нашей жизни. Потому что, собственно, это все то, что мы транслируем в мир. И мир не делает ничего другого, как просто подтверждает нам эту трансляцию. Давайте вернемся в отношения с детьми. До 7 лет у детей нету абсолютно критического аппарата. То есть это значит, что мы буквально, вот ребенок это белый лист. И все, что мы туда вкладываем, вписываем, говорим ему, формирует идентичность ребенка. То есть, если, например, то есть, как бы вы даже не со зла, ну, может быть, в шутку говорит, ты балбес, из тебя все равно ничего толкового не выйдет, ты снова тут все испортил, тут снова все разбросал, ты какая-то бестолочь, ну, как бы, неважно. То есть, опять-таки, просто проследите, что вы говорите, потому что это все заполняет идентичность ребенка. Потому что пока ребенок растет, он не понимает, кто он. И единственный опорный пункт это являются самые близкие, которые рядом с ним. И, соответственно, когда вы можете быть абсолютно любящим родителем, который хочет для ребенка добра и так далее, и растит его немножко в таких ежовых рукавицах, показывая ему, что надо то, надо это, надо третье, десятое, то у ребенка формируется вот это ощущение, что бы я ни делал, этого недостаточно. Что бы я ни делал, этого как-то мало. Что, может быть, я какой-то не такой. И здесь очень важно, что просто осознавать, особенно с детьми, вот эту невероятную миссию именно нас, как взрослых, как учителей, как просто близких родственников, которые формируют идентичность ребенка. Очень важно поощрять, очень важно говорить о том, что вау, какой ты молодец, вау, ты уже столько сделал сама или сам. То есть именно говорить, показывать, что ты достаточный, что у тебя все хорошо, что ты молодец. Потому что зачастую, очень часто, особенно наше вот поколение, а если мы возьмем поколение дальше, здесь дело в том, что это были жизненные обстоятельства такие. То есть это был такой период, когда из нас взращивали таких вот рабочих единиц, можно сказать. Но в какой-то момент мы теряем свою идентичность. Мы начинаем терять как бы вот силу и веру в себя. Этот феномен в психологии, он так и называется. Самореализующееся пророчество. То есть зачастую иногда, если мы посадили какое-то клеймо на своего ребенка, что ты какая-то неряха, или из тебя толка не будет. Неважно, я беру сейчас очень жесткие примеры, то зачастую вот это вот самореализующееся пророчество, то есть ребенок начинает дальше расти, и он начинает делать не что иное, как просто подтверждать, потому что он знает, я такой-то, и он начинает в школьной жизни, с друзьями, с сверстниками, он начинает искать подтверждение тому, что я какой-то не такой, что со мной как-то не так. Поэтому очень важно, какие семена мы взращиваем, потому что вот этот чистый лист бумаги, и здесь, опять-таки,
самореализующееся пророчество. То есть в этом отношении я хочу призвать вас самоидентифицировать себя с пророком, осознать, какая невероятная сила есть в нас и в тех коммуникациях, и в тех импульсах, которые мы направляем в внешний мир. Потому что, собственно, мы и формируем все, что будет. Ваш ребенок может оказаться абсолютный гений, но никогда не реализоваться, потому что ему так никто и не сказал, что ты можешь, и я в тебя верю. Это зачастую такие ключевые слова, которые очень важно слышать не только ребенка, но и каждому взрослому. Иногда у людей, которые, может быть, столкнулись с очень большими жизненными испытаниями. В какой-то момент, может быть, они сдались, или, может быть, они не видят путь. И, может быть, вот эта вот фраза, она может кого-то реанимировать. Но здесь очень важно осознать вот эту невероятную силу, которая в нас самих и которую мы транслируем в этот мир. Транслируем каждому ребенку, каждому встречному буквально. И вы все наверняка знаете истории, которые подтверждают эту гипотезу, например, Томас Эдисон или Альберт Эйнштейн. Эдисон, например, отучился, если я не ошибаюсь, буквально несколько лет в школе, и ему сказали, что у него, он не совсем пригоден для учебы. Но единственный человек, который в него поверила, это его мать. Она взяла полностью его воспитание на себя. И она ему говорила, что ты молодец, ты можешь, ты успешный, ты гениальный, ты одаренный. И этот человек, и за этим человеком стоит более 1000 патентов. Он изобрел лампочку и так далее. Это человек, которого признали непригодным для обучения в школе. Вы представляете, какая сила и мощь лежит в посыле, который мы несем? Или другая история, Альберт Эйнштейн. Его тоже и в школе, и родители. Они считали, что он слишком медленно думает, слишком медленно соображает, что у него нету никаких талантов. Реально подозревали, что у него заторможенное развитие. Но его дедушка или дядя, тоже боюсь ошибиться, он увидел в нем что-то особенное. И он начал ему давать сложные задачки по математике, по физике. Он начал его поощрять, ободрять. И когда он вернулся в школу, учитель математики сказал, что этот человек будет гением. У него абсолютно другая система, как работает его мозг. И это просто невероятные вещи. Поэтому в этом смысле можно сказать, что нету неудачников или нету каких-то бездарных детей. Есть просто те, которым никто никогда не сказал: мы в тебя верим, ты молодец, в тебе есть таланты, ты умничка, ты справишься, мы в тебя верим. Это фразы, которые действительно могут менять жизнь людей, которые могут менять их судьбы. Особенно это касается детей. Поэтому я сейчас вас буквально призываю задумываться, нести этот посыл веры в других людей, видеть в них свет и добро, видеть в них таланты и давать им возможность раскрывать и проявлять эти таланты. И это относится не только к детям, это относится к взрослым людям, потому что, собственно, мы все родом из детства. И иногда случается так, что мы идем в жизни с партнером или с другом, которому этого никто не говорил. И вы можете стать тем человеком, который скажет: вау, я вижу в тебе такие потенциалы, но верю в тебя. И это может стать абсолютным, знаете, таким стартом для этого человека. Таким же стартом может стать этот человек сам, если когда-то он наберется какой-то силы, храбрости и скажет: я это могу. Дорогие друзья, пожалуйста, не недооценивайте силу эффекта самореализующего пророчества. Это сила наших нейронных связей. Это сила зеркальных нейронов. Это все то, это тот посыл, который мы берем и несем другим людям. Великий Лев Толстой сказал, что человек становится именно тем, как о нем думают его близкие.
Эта истина, она абсолютно непоколебима. Если вы хотите, есть другой эксперимент, который был проведен в Стэнфорде. Называется Стэнфордский тюремный эксперимент. Он доказывает правдивость просто противоположной реакции. В этом эксперименте была имитация. Выбрали группу студентов, часть из них были заключенные, часть из них были надсмотрщики. И что стало происходить? Что через вот эти вот роли люди вжились в роль, начали проявлять, они начали думать, как будто бы они в этой роли. То есть офицеры, надсмотрщики стали проявлять большое количество агрессии. Этот эксперимент были вынуждены остановить раньше времени. Это еще раз является тем непоколебимым доказательством, что, собственно, все то, что мы транслируем в мир, то и начинает происходить. Выбор за нами. Мы выбираем, как думать, мы выбираем, как относиться. И здесь очень большую роль играет не только, что мы транслируем, потому что зачастую, если мы говорим, неважно, наши рутинные отношения дома в семье, зачастую мы можем выжать из себя улыбку, и мы можем сказать типа что-то хорошее, но так это не работает. Это наш энергетический потенциал. Есть знаменитая фраза, я не помню опять-таки, кто автор, что человек не вспомнит, что ты ему говорил, но человек вспомнил, как он себя чувствовал. Так вот, очень важный месседж, который мы можем начать нести в наши отношения, это вот ощущение. То есть, если вы хотите как-то ободрить вашего сына или дочь, если вы хотите своему супруге или супруге дать какую-то веру, поддержку, то это должно идти на энергетическом уровне. То есть вы должны делать это вот эмоционально. Вы должны ощущать эту любовь внутри, эту веру внутри. Потому что только таким образом это даст вот это вот ощущение. Еще раз к этой фразе. Человек не помнит, что вы говорите, но он помнит вот это ощущение. И вот в этом ощущении мы живем. Или это ощущение поддержки, это ощущение, вот в котором не страшно взмахнуть своими крыльями и полететь. Или вот это ощущение, когда страшно, когда вот не хочется, когда боишься, когда знаешь, все равно все будет неправильно, когда все равно меня не поддержат, когда все равно мне не скажут никакого доброго слова в ответ. И здесь очень важно осознать нашу роль Творца, нашу роль Мессии в каждых отношениях, которые мы творим. Наша роль этого пророка, самореализующее пророчество. Человек становится тем, какое клеймо вы ему назначили. Здесь очень важно, что, собственно, вы являетесь источником, вы являетесь творцом именно того, что вы несете в мир, тех слов и, самое главное, того энергетического потенциала. А сейчас будет, наверное, болезненная часть, потому что если вы, скажем, действительно осознаете, что вы действительно несете не совсем здоровую модель, что вы очень часто злитесь, что вы очень часто транслируете эту злость на других людей, что у вас не ладятся отношения, потому что, собственно, вы сами являетесь вот именно часто в плохом настроении, часто критикуете, часто пилите, часто у вас просто нету времени, и вы отмахиваетесь. А если вы заглянете тогда в себя, может быть, здесь даже дело не в других людях, а может быть, дело в том, что вы так привыкли, что вы не знаете такой модели. Знаете, иногда даже наблюдая вот посторонних людей на улице, можно вот увидеть людей, которые, знаете, вот кто-то идет в такой прыжке, в такой легкой походке, вот прям сияет, и вот все легко и радостно. А есть такие люди, которые вот идут, и они могут даже быть хрупкими, но они какие-то грузные, они какие-то неподвижные, они как будто бы несут какую-то невероятную ношу. И зачастую это может быть, собственно, то, что было где-то в вашем детстве. Не обязательно в детстве. Это может быть случай в школе. Это может быть какой-то случайный прохожий, который где-то на вас заклеймил. Может быть, где-то вы приняли вот эту веру, что жизнь это тяжело, что нужно бороться, что нужно всех спасать, что нужно нести. И вы выбрали вот эту вот роль как бы
не знаю, воевать, бороться, завоевывать, страдать. Может быть, вы действительно живете в этом сценарии, и может быть, неважно, какой бы человек ни попал в ваше окружение, может быть, вы будете проживать этот сценарий, потому что это единственно знакомый вам сценарий. То есть, может быть, дело даже в вас самих. Если вы сейчас остановитесь, проанализируете, и вы задумаетесь, что действительно что-то откликается, что, может быть, часть ответственности лежит на вас. Если да, то идите в индивидуальную работу. Это невероятный путь освобождения. Это невероятный путь осознания, что можно по-другому, что можно быть, вы знаете, не буйволом, который несет на себе вот это бесконечное количество грузов, а можно быть яркой птицей, взмахнуть крыльями и полететь легко и радостно. Это просто сценарий, который когда-то мы приняли. Мы ответственны за то, какую же веру мы приняли, в какой же сценарий мы решили играть. И может быть время осознать, опять-таки посмотрите мое другое видео про самораскрытие, про самопроявление, про путь к самому себе. Друзья, я вам хотела дать одну технику, которая абсолютно элементарная, но она творит буквально невероятные чудеса. Возьмите себе буквально маленький листочек бумажки и напишите на нем что-то доброе, окрыляющее о человеке, которым вам важен. То есть это может быть ваш ребенок, или это может быть ваш муж, или может быть ваша супруга. Напишите, что я бесконечно горжусь своим сыном. Он самый лучший, самый гениальный ребенок на свете. Или про мужа выберите ваши слова, что это самый любящий, самый прекрасный муж на свете. Я бесконечно счастлива с ним. Это ваши слова. Возьмите себе эту бумажку. В принципе, если вы хотите даже лучшего эффекта, напишите несколько таких бумажек. Но я бы рекомендовала вначале работать с одним человеком. То есть возьмите, выберите все-таки одного персонажа, и пусть эта бумажка будет всегда с вами. То есть положите ее, например, в карман брюк, или, может быть, в карман вашего пальто, или, может быть, в вашу сумочку, или, может быть, в телефон. То есть таким образом, чтобы вы на протяжении дня случайно сталкивались. И ваша задача в этот момент взять эту бумажку, взять это сообщение, прочитать и, знаете, как бы прожить это, наполниться. То есть не то, что там, а вот именно прочувствовать, может быть, представить какой-то там прекрасный момент. Ну, то есть как бы представьте какие-то, но не визуализируйте это очень, очень конкретно какой-то эффект, а то есть просто очень важно, чтобы вы в этот момент наполнились светом и любовью. То есть наполнились вот этим теплым отношением к этому другому человеку. Ребята, носите эту бумажку с собой, и буквально 3-5 дней вы увидите, как мир начнет меняться. Вы увидите, как этот человек начнет меняться. Вы увидите какие-то невероятные проявления именно в сторону вашей веры. Поэтому, пожалуйста, практикуйте и дайте шанс вашим близким стать вот этой невероятной лучшей версией самих же себя. Ребята, дорогие, я очень надеюсь, что у вас действительно появятся крылья после этого видео нести в мир больше веры. Я бы сказала так, больше веры в людей, больше веры в их таланты, больше веры в их возможности. И в первую очередь дарите эту веру себе, и пусть все ваши отношения будут самыми красивыми и гармоничными. Подписывайтесь на канал, здесь очень много интересного, глубокого контента. Если вам эта тема откликается, или в принципе вы чувствуете, что вы бы хотели выйти на какие-то новые уровни в жизни, в личной жизни, в карьерной жизни, записывайтесь в индивидуальную работу. Пока еще первая сессия бесплатна, и уже на ней можно сделать определенные осознания и шаги к своему истинному я. Друзья, я вас крепко обнимаю, удачи, берегите себя и несите больше света, мира и добра в свое окружение. Пока-пока.